Пока что продолжаются праздничные дни, и свежего контента в eFootball все еще не завезли, пришло время обратить наше внимание на такую игру, как UFL. Более того, какой-никакой, но повод присутствует, поскольку не так давно представитель студии Strikers Евгений Нашилов ответил на насущные вопросы со стороны фанатов. Когда планируется релиз игры, на каких платформах ее все-таки стоит ожидать, и что касается остальных режимов, которые планируются в UFL. Обо всем этом сегодня и поговорим. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, а канал подпиской и колокольчиком, если находитесь здесь впервые. По аналогии с прошлым годом, когда под конец 2022 года Евгений Нашилов провел в своем твиттер-аккаунте сессию вопросов и ответов, в этом году, а уже в прошедшем, в 2023 году, он решил провести нечто подобное и, по сути, скажем так, обставив это все более официально. И таким образом все интересующиеся игроки могли задать абсолютно любой вопрос, и вполне возможно, что получили на него ответ. Ну или не получили, если вопрос был не составлен корректно, или был задан достаточно поздно, но не суть важно. И когда я упоминал о краткой выжимке в наших соцсетях, кстати, подписывайтесь, ссылка в описании, и QR-код телеграм-канала выскочил на экране, то я немножко слукавил, поскольку большинство вопросов банально повторяются, и не сказать, что блещут разнообразием. Поэтому разнообразнейших вопросов было не сказать, что много, но тем не менее важные из них все-таки проскочили, и давайте их как раз таки обсудим. Самый главный вопрос, когда же планируется релиз UFL? На самом деле точного ответа неизвестно до сих пор, просто появилась небольшая конкретика, на какой момент стоит ориентироваться. Поскольку сейчас проходит бета-тестирование, оно на самом деле началось, оно и вправду проходит, просто для ограниченного круга людей. И в тот момент, когда бета-тестирование подойдет к концу, отзывы будут положительными, проблем у игры будет по минимуму с игровым процессом, тогда-то и разработчики начнут задумываться о конкретной дате выхода. Таким образом, после прошлогоднего опыта они решили отказаться от конкретной даты, больше не дают обещаний, а просто говорят, когда мы получим положительный фидбэк, когда пройдем открыто такое, ну не то чтобы прям открыто, но бета-тестирование среди большинства игроков и результаты окажутся положительными, тогда мы и будем задумываться о релизе этой игры. Касаемо же платформ, на которых стоит ожидать UFL. На самом деле этот вопрос повторялся из раза в раз. Постоянно спрашивают и насчет ПК, и насчет мобильных устройств. И наконец-то на все эти вопросы можно дать однозначный ответ. На этих двух платформах игра 100% появится, но скорее всего попозже, нежели релиз на консолях. То есть, чтобы вы понимали, основной релиз ожидается на консолях старого поколения и нового поколения. И только спустя какое-то время, не сразу, игра появится и на ПК, и на мобильных устройствах тоже. Возможно, даже на Nintendo Switch, потому что такой вопрос проскакивал, и отрицательного ответа на этот вопрос не прозвучало. Касаемо разнообразия этой игры, а в частности режимов, также успел проскочить вопрос касаемо кооперативных матчей, ну или хотя бы матчей 2 на 2, 3 на 3 и что-то в этом роде. И Евгений ответил вот уже однозначно, что подобного в игре не планируется. В UFL игроки смогут играть только в одиночку, то есть без вкрапления в нее кооперативных функций. Также, чего еще не стоит ожидать, так это полной свободы касаемо редактирования. Насколько я помню, исходя из сливов, которые были еще где-то в октябре, в ноябре, у нас будет возможность кастомизировать свою команду, но только в рамках тех инструментов, которые непосредственно предоставляет сама игра. Даже не столько инструментов, а шаблонов, которыми располагает игра. Какого-то полноценного редактора, наподобие того, что раньше был в PES, в игре ожидать не стоит. Евгений связывает это с потенциальными проблемами лицензирования и так называемых авторских прав. Правда, я не совсем понимаю, с чем может возникнуть проблема, когда, по сути, разработчики просто дают инструмент, а все, что делают игроки, уже не на их совести. Но да ладно, в принципе, им виднее. С другой стороны, в их же интересах не душить свой проект с самого его релиза подобными проблемами, согласитесь. Ну и последний конкретный вопрос, который был задан в комментариях, и в целом разработчики сами его вынесли в отдельном посте. Что же касаемо лицензий, соглашений. Разработчики сообщают, что этот вопрос будет постоянно обновляться, и при наличии общей лицензии FIFA Pro, которая дает возможность использовать как фамилии и имена футболистов, так и их внешность, также разработчики планируют договариваться с отдельными футболистами и, возможно, с клубами. То есть, опять же, этот вопрос будет постоянно прорабатываться. Не будет такого, что на старте игры вот имеются вот такие команды, и только они останутся на несколько сезонов вперед. Нет, возможно, появится кто-то новенький, возможно, наоборот, кто-то уйдет из имеющихся команд, и, в общем-то, эта тема будет постоянно обновляться.
И по сути это все, что вам нужно знать касаемо вопросов и ответов по UFL, как обстоит дело с этим проектом на данный момент, и пишите в комментариях, какие у вас мысли на этот счет. Рады ли вы потенциальному появлению этой игры на ПК и на мобильных устройствах? Будете ли ее пробовать, когда она выйдет на этих двух платформах? Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, это крайне важно для продвижения ролика. Также подписывайтесь на наши соцсети, где все новости появляются немножко пораньше, ну и про этот канал не забывайте. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за активность и до скорых встреч.